Всем привет! Меня зовут Ольга. Мы наносим декоративные штукатурки, делимся своим опытом и какие-то, может быть, решения для людей в своих видео показываем. Очень часто просят акцентные стены, то есть сделать как-то акцентную стену, и чтобы было несложно. Давайте самую простейшую сделаем акцентную стену. Вот проще, наверное, не бывает. Да, повозиться придется. Мы возьмем сантиметровый скотч, вот такой. Он у нас есть в продаже. Стену можно окрасить любой цвет, какой вам нравится. Можно, допустим, кварцгрунтом покрыть, но лучше в данном случае окрасить. Кварцгрунт, он имеет мелкие кварцевые частицы и может быть где-то вот затекание под скотч. Чтобы это минимизировать, мы использовали краску. Как покрасить, не надо рассказывать. Уже порядка 300 видеороликов у нас на канале. И я думаю, что как красить все знают. Будем расклеивать скотч. Вы на стене для себя обязательно расчертите, разлинуйте, отметьте вот эти вот ширину полосы. Я на небольшом образце делать этого не буду, чтобы время, грубо говоря, не тратить ни ваше, ни наше. Скотч расклеиваем. Ну вот я в натяжку делаю, он у меня ровненько должен получиться, вот так. И буду делать на глаз. Вы не делаете так, вы за мной не повторяйте. Вы обязательно расчертите для себя. То есть вот так вот возьмем ширину. То есть приблизительно сантиметр я делаю. Сантиметр линия, сантиметр пустота. Также хочу напомнить, что у нас предновогодние скидки. Вся линейка премиальная Gura Decor Eletta со скидкой 22%. Несколько видео мы уже снимали, это наша новая линейка. Несколько видео уже снято, вы можете полистать и посмотреть. В ближайшем будущем будем также ее демонстрировать. К сожалению, на все времени не хватает. И расклеиваем так всю стену. Кстати, мимоходом хочу попросить. Люди оставляют заявки, очень много заявок приходит, мы их все обрабатываем, все ваши заявки у нас остаются в одном месте. Например, если вы пишете ВКонтакте, в Вайбере, в WhatsApp или оставляете заявку на сайте на звонок, все эти заявки в одном месте, и мы эти заявки никуда не теряем, вся переписка хранится. То есть делается запрос, человеку рассчитывается. И кто-то сразу покупает, кто-то говорит, я куплю через неделю, а кто-то просто молчит. Вот если вам не нужно, вы, пожалуйста, напишите нам об этом. Спасибо, я выбрал в другом месте. Или спасибо, мне не нужно. Потому что ваша заявка, она никуда не девается. Она остается в этой системе. И у менеджеров, у них задача. Висит заявка недообработанная. И значит, клиент недополучил консультацию. Мы этого менеджера вот так вот делаем. И что там, почему, то есть и в чем проблема? Напишите просто, мне не нужно, проблемы-то нет, заявка удаляется и все, вас никто не беспокоит. Наносить будем мы травертин-акриловой линейка Light. Давайте попробуем следующим образом. У нас основа белая, соответственно, штукатурка пусть будет подколерованная. Но только не целиком, а немного колера добавим и будем его непромешанным наносить. Вот, добавили колера. И прям вот так вот будем в кашу наносить. Белый с колером. Наверное, здесь колера многовато, но посмотрим сейчас. Так, наносим аккуратненько. Толстый слой не нужно делать. Все равно мы сейчас излишки будем снимать. Пусть прям штукатурка будет вот такая и не промешанная.
обязательно по направлению скотча наносим. Вот так делать не нужно. Давайте попробуем добавить эффекта вот таким вот стареньким. Ну, у меня он старенький. И немножечко вот так вот по типу, как будто бы под дерево. Может быть, что-то будет интересное. Смотрите, гребешок этот ведем и вот так его поворачиваем. Как лодочку. Такой, кстати, цвет неплохой получился. Хотя не люблю такие цвета детской неожиданности. Но получился цвет неплохой. Продолжаем. Вот этим вот аппликатором нужно наносить, пока штукатурка сырая, пока она не высохла. И продолжаем следующий участок. Самое основное время вы потратите на расклейку. Штукатурку нанести вообще раз-два. И последняя полоса у нас осталась. С помощью аппликатора проводим вот эти линии, но его неплохо было бы мыть иногда. Держите рядом воду. Он также снимает излишки вот той штукатурки, которая не пригодилась на стене. И пока сыро, нужно снять скотч. Так, убираем, это мы потом помоем все. Снимаем аккуратненько. Почему желтый, коричневый цвет и почему аппликатор? Хотелось бы какую-то имитацию реек, как будто бы. Ну, допустим, что-то под дерево. Ну, сейчас посмотрим, что у нас получится. Еще не все, нужно будет ждать высыхания, чтобы видеть, надо ли что-то менять или нужно остановиться. Может быть, черный фон был бы лучше. Можно так нанести без скотча, тоже вариант. То есть не расклеивая скотч, вот такая стена, тоже вам 2 в 1 видео. Это может быть акцентная стена, например, зона телевизора. Или где хочется акцентную стену. В любое место, в принципе, она подойдет.
У нас, кстати, на канале обострение комментариев всяких разных. Оставлять их или удалять, или банить, или что. То есть, видимо, может быть, мы достигли какого-то порога подписчиков, когда немножко неадекватные комментарии. Или их оставлять, и пусть люди знают, что в психушке день открытых дверей, да? Или их удалять, чтобы они не портили нам общий фон. Вообще непонятно, что делать. Бывает обострение какое-то, видимо. Как хотелось бы мне вот эту штуку оставить. Но не получится, скотч под ней. Скотч нужно снять. Обязательно. И последняя лента осталась. Оставляем сохнуть, и когда высохнет, посмотрим, что с этим можно сделать. Оставить как есть, подшкурить лаком, покрыть или может быть еще что-то. Оставим сохнуть немножко и вернемся. Штукатурка еще не полностью высохла. И мы почему-то решили, что больше ничего не будем делать с ней. Максимум это лаком можно покрыть. Никакие лазури, ничего сюда не нужно. Для того, чтобы не царапала штукатурка, ну, допустим, там руки, да, я не знаю, что. Можно по полусырой просто пригладить вот так верхушки. То есть она сейчас не досохшая, и мы остренькие части просто их пригладим, чтобы не шкурить, пыль не разводить. Вот для данного эффекта вполне подойдет линейка Light. То есть тут ничего сложного нет. Декоративная штукатурка Light, она эконом-сегмента, скажем так, достаточно недорогая. Вы можете обращаться к нам за расчетом. Мы отправляем в любые города, напомню, если кто еще не знает. Достаточно много у нас уже клиентов, постоянных, уже по второму, по третьему кругу, есть даже кто по пятому приобретают. Не бойтесь, не переживайте, обращайтесь. Плюс работы с нами в том, что мы сопровождаем при нанесении. То есть, когда вы наносите, у вас возникают вопросы, а они возникают. И вы нам пишете, адресуете вопрос, мы помогаем вопрос этот решить, ответить на него. Где, как лучше сделать. Мне кажется, достаточно такой неплохой эффект, но вот в квартире на большой стене, наверное, скотч лучше пошире взять, да? И помните, тут такие были красивые места? Вот некоторые места можно оставлять без скотча, чтобы были полосы такие сплошные. Мне кажется, было бы очень симпатично. Я уж думаю, не сделать ли на большой стене этот эффект, показать, как это выглядит. Все вот так вот пригладим, подожмем и оставим полностью высыхать. Если нужно, лаком покрыть и наслаждаться интерьером. Обязательно, пожалуйста, ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Ну и пишите комментарии, желательно положительные. И всем пока, спасибо, что досмотрели до конца.